Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович, и давно уже не виделись, прошло около недели с момента последнего видео. Мы были очень заняты работой с трейдерами в режиме реального времени, торговлей в режиме реального времени по системе Trend Trader System, и я бы сказал, что эта неделя выдалась самой продуктивной, результативной и самой богатой на сигналы. И в этом видео мы с вами немножко поговорим о том, что вообще происходило в закрытом чате, потому что мы затрагивали важнейшие темы, которые способны существенным образом повлиять на вашу торговлю и привнести в нее постоянство и, конечно, сделать ее прибыльной. Мы поговорим о тех вещах, о которых вообще почему-то не говорят. Это базовые вещи, но именно с помощью этих инструментов, с помощью этих подсказок, которые я вам дам, вы сможете выйти на совершенно другой уровень. Поэтому слушайте внимательно, смотрите до конца. Сейчас на графике вы видите систему Trend Trader System, по которой мы торгуем. Система акцентирует свое внимание преимущественно на торговле по тренду, но есть ряд сигналов, которые мы используем контртрендово, да, даже не ряд, наверное, можно выделить один основной сигнал. Но сегодня мы поговорим преимущественно о торговле по тренду. Так вот, посмотрите на графике у меня, что здесь есть. Давайте начнем с установки графика. Еще важный момент. У меня очень много всего в голове крутится, поэтому постараюсь дать это структурно. Еще важный момент касается таймфрейма. Я понимаю ваше желание прыгать на недельной графике, посмотреть, что там на дейли, что там посмотреть на weekly, а что на месяце происходит. Ой, на месяце там, я не знаю, сильное сопротивление, а вы торгуете на часовом графике. Да, сопротивление на месячном графике имеет совершенно другой диапазон отработки, совершенно другую волатильность, совершенно другие параметры времени исполнения сигналов, которые, или там даже, потому что сопротивление тоже определенный сигнал, да, определенный паттерн, который возникает. И это может ввести вас в заблуждение, что, ой, на месте сопротивления, а я торгую как бы на часах, я пытаюсь продавать, а тут тренд растет. Почему он растет? Потому что на часах он тоже бычий. То есть важно смотреть на ту картинку, на которой вы торгуете, в рамках временного масштаба, который вы торгуете. Вот что важно. Совмещать можно, но только тогда, еще раз, только тогда, когда вы привнесли стабильность в свою торговлю на одном таймфрейме и берете все те сигналы, которые дает вам система, не саботируя их. То есть, как только вы обрели некую уверенность, некий фундамент уже на одной стратегии, в одной методологии, на одном таймфрейме, там, допустим, на одном, двух, трех активах, тогда вы можете расширяться. Зачем расширять границы, если вы еще не достигли системности в чем-то одном? Я сейчас говорю преимущественно про таймфрейм и про активы, да, потому что трейдеры пытаются торговать и внутри дня, и краткосрочно, среднесрочно, без наличия вот этой платформы. И получается, что они не могут в достаточной мере сфокусировать свое внимание. Это как утром, когда ты встаешь. Если ты утром не составил план на день, и ты не знаешь, что для тебя приоритетно, то каждая вещь, каждый звонок, каждый человек будет тебя отвлекать, да, и ты не будешь понимать, что для тебя важно, и день будет проходить впустую, ты будешь чувствовать такой пустой день, ничего не сделал, устал, но ничего не сделал, да, и то же самое на рынке, ты вроде как сидишь у компьютера несколько часов, там, сутки, может быть, да, и что-то как-то вот все, да, идет, все как-то мимо тебя, но что-то как-то ты не можешь собрать себя, тебе не хватает внимания, ты это вроде как понимаешь, но как-то и что-то руки не доходят, чтобы нажать кнопку, ну, вот такой вот, и вроде как у вас есть система, и ведь она сама по себе без вас работает. То есть основной момент — убрать собственное мнение из системы. Система говорит sell, нет, есть такие трейдеры, вы не представляете себе, есть такие трейдеры, которые, имея систему, им система говорит, это неоднократно происходило на моих глазах, имея систему, говорят, что, ну, я говорю, у вас по системе сигнал, надо входить. Да, я сейчас посмотрю недельный, сейчас я проверю здесь, угу. А система предусматривает проверку? Нет, но я для себя хочу уточнить, какой там тренд, понимаете, да? И что получается? Ваш инстинкт, можно так сказать, самосохранения, потому что мы люди, мы так устроены, что наш мозг хочет не позволить нам, да, войти вот в это состояние неопределенности. То есть мы привыкли к определенности, контролировать что-то, а здесь невозможно же контролировать. И мозг тем самым хочет вас увести от этого, от состояния неопределенности, от риска. Да, и, следовательно, пытается
как-то вас перенаправить в другое русло, либо отвлечь от сделки, вот и все. И это все проявление страха, проявление, почему говорят, эмоции проявляются, именно по этой причине, потому что есть неопределенность, и это невозможно контролировать. Единственный способ это даже не контролировать, а единственный способ торговать системно, это торговать через неопределенность. Никому нет трейдеров, которым комфортно торговать в том смысле, что они прям вот входят в сделку и знают, что будет дальше с ценой. Нет таких трейдеров, никто не знает, что будет дальше. И мы обязаны, как профессиональные трейдеры, торговать через эту ситуацию. Толкать себя, даже когда нам внутри вот сжимается все. Первое условие, это что мне говорит моя методология. То есть это единственное приложение ваших усилий, то есть на что вы можете надавить, чтобы быть системным. Но эта методология должна содержать визуально продиктованные. Еще раз, вы не представляете, сколько систем, сколько всяких стратегий, которые всегда подразумевают какую-то вилку. Ой, это нет, а вот здесь было, а вот здесь не было, а вот здесь так, а вот здесь можно было так, но если бы это... То есть слишком много условий, и они какие-то размытые. Да? То есть вот это очень важно. Еще раз, коллеги, точка приложения усилий, то есть вы должны войти в то состояние, где вы можете быть системным. Нету других способов, еще раз. Поэтому, когда мне говорят, ой, нужна дисциплина, извините, нахер эта дисциплина, если трейдер не понимает, что такое вообще дисциплина, то есть и вообще почему нет дисциплины, да? Почему нет дисциплины, то есть она не придет сама по себе, и мотивация вам даже не нужна для этого. Да, потому что некоторые говорят, ой, нужна мотивация, там, чтобы зарабатывать. Нет, хрень все это. Вы всегда будете приходить на рынок, всегда будете чувствовать себя, не чувствовать, а внутри у вас всегда будет некая опаска, некий страх. Почему? Это неопределенность, это natural, да, то есть это естественное чувство, что ты когда приходишь в среду неопределенности, тебе дискомфортно внутри, ты там начинаешь ерзать, суетиться и так далее, и пытаешься как бы от этого уйти. Поэтому нужно торговать через это, нужно толкать себя через это, и потом что произойдет? Вы просто привыкнете к этому. Вы привыкнете жить в диких условиях. Понимаете, да? Вы привыкнете жить в диких условиях. Еще раз, человек привыкает ко всему абсолютно. И это дикие условия. То есть в том смысле, что вы ничего не знаете. То есть вы вообще ничего не контролируете. Окей? Вы только контролируете свои действия, то есть то, что вы нажимаете, то, что вы открываете и так далее. Коллеги, это самый главный принцип. Еще раз, об этом вообще не говорят. Говорят, нужна дисциплина, там, нужно соблюдать правила, ля-ля-ля. Ну и что дальше? Ну да, окей. Вот начинающий посмотрела видео, там, нужно соблюдать правила. Ну да, окей. И... А что значит соблюдать правила? Какие они должны быть? Давайте немножко разберем нефть фьючерс WTI. Посмотрим. Я рассматриваю короткие сделки. У меня единственная сделка, которая на этой неделе у меня висела больше суток, это индекс NASDAQ. Все остальные закрывались внутри дня. То есть я торгую внутри дня в основном, 90% позиций я не держу, я на дейли не смотрю, на уикли не смотрю. Да, поэтому смотрите на один таймфрейм. Еще раз, смотрите на один таймфрейм. Искушение большое, да, хочется знать все, хочется оценивать всю картину, хочется еще там посмотреть новости, хочется еще там сверить фундаментальный анализ. Но еще раз, у вас недостаточно внимания для этого, у людей нет столько энергии, чтобы все это держать в голове и еще принимать решения в условиях неопределенности. Зачем вам такая нагрузка? Она неэффективна. Поэтому один таймфрейм, один блок, два блока сигналов, которые поддаются репетиции, которые объективны, я сейчас покажу, что значит объективность, и которые не имеют компромиссов, потому что, глядя на другой таймфрейм, вы будете искусственно искать компромиссы. Вот и все. И в итоге уходить от сделки. Все вот на поверхности. Okay? И вот эта методология, она неэффективна. Посмотри на дейли, перейди на час. Она эффективна для тех, кто уже... нашел точку приложения усилий, кто уже стабилен. А начинающему и страдающему это во вред только будет. Нефть WTI, что мы здесь видим? Да? То есть первое, фундаментально, все, что мы делаем на графике с трейдерами нашего сообщества, то, чему мы обучаем всегда, и это всегда лежало в основе нашей методологии. Первый вопрос, что я вижу? Это должно быть объективно. То есть, что я вижу на графике? Первое, я вижу гистограмму. Гистограмма внизу отвечает за тренд общей кондиции рынка, общее состояние рынка. Общий моментум, да, общий поток нисходящий. То есть гистограмма красная. Если гистограмма красная, тренд нисходящий. Для тех, кто совсем новенький, впервые меня смотрит,
или, может быть, и до этого не смотрел видео, то в последнее время все, что мы делали до этого вручную, механически, мы запрограммировали в индикаторы уровни, паттерны, сигналы и так далее. То есть мы делегировали все то, что мы делаем сами, программе, да, индикаторам. То есть заложили это в код, чтобы привнести еще большее постоянство, сохранить больше энергии и больше концентрироваться на объеме сделок по сигналам, потому что у большинства трейдеров очень страдает коэффициент внимания. То есть у вас много сигналов, но, черт возьми, вы половину из них пропускаете. Даже больше половины, и в итоге не можете объективно оценить возможности вашей системы или стратегии. Поэтому первое, гистограмма медвежья, это сила сигнала номер один. Да, что я вижу? Я вижу гистограмму медвежья, то есть это первое вот здесь, да, опять же таки, это визуально, это я могу пощупать, да, то есть я могу это увидеть, это не где-то там, я думаю, что тренд медвежий, я вижу это. Это первое. Второе, я вижу, что рынок пробил, закрылся, незначительно закрылся ниже ключевого уровня RPI. Вот эти горизонтальные уровни, это уровни поддержки, сопротивления, которые также рисует программа. Это два. Сила сигнала номер два. Сила сигнала номер три, то есть я вижу вот это движение, импульсное движение, мы пробили, закрылись ниже структуры. И как я могу участвовать в этой позиции? То есть я продавец, да, я не могу покупать. Почему? Потому что у меня нет здесь причин для покупки. Это не значит, что рынок не может уйти вверх. Это не значит, что может рынок обвалиться. Это не имеет никакого значения, потому что, еще раз, это невозможно контролировать. Поэтому, видя эту ситуацию, я говорю себе, хорошо, раз тренд медвежий, то как я могу участвовать? Если вы помните, в последнем видео мы немножко говорили про коррекции, и вот эта методология относится как раз к торговле на коррекции. У меня есть максимум, у меня есть минимум, да, у меня есть гистограмма красная, у меня есть пробой уровня, это вижу я. Вот я вас спрошу, мы пробили уровень или нет, гистограмма какого цвета? Все 100% людей, которых я прошу, скажут одно и то же. По-другому нельзя сказать, потому что это факт. То есть это свершившийся факт. Следовательно, я возьму максимум, возьму минимум. Если тот минимум, то есть вот этот минимум, он статичный, ну то есть цена начнет отбиваться, продолжит расти. И, внимание, в момент коррекции сюда, бары вот эти, посмотрите, видите, тоже бары окрашены определенным цветом. Окраска баров определенным цветом позволяет мне входить на коррекции. То есть когда рынок корректируется, смена окраски в направлении основного тренда, либо да, сохранение этого цвета в коррекции, sell по тренду, либо buy по тренду. То есть, упрощаю. Сила сигнала номер один, медвежья гистограмма. Сила сигнала номер два, пробой уровня. Сила сигнала номер три, откат глубокий в районе 60-70% коррекции. И с сохранением цвета красного баров. То есть, когда цена вошла в эту зону, цвет баров должен сохраниться таким же. То есть, он должен быть красным. То есть, мы имеем три визуально продиктованных сигнала. Она в этой зоне не может быть другой, кроме как зеленый или красный. Если она зеленая, сделок нет. Если она красная, то есть, она вошла в зону, в ней закрылась, да, или там возле нее закрылась, и при этом закрылась, будучи красной, бар, да, sell с руки, то есть sell next bar, следующий бар sell. Стоп-лоссы уходят за структуру, цели при достижении вот этой первой зоны часть позиции, либо перевод без убыток, и дальше уже по правилам стратегии. Понятно, да? То есть все. Я сейчас просто разжевал. По большому счету в закрытом чате мы анализируем очень быстро. Мы говорим, что гистограмма раз, пробой 2, откат при красных барах 3. Почему красных барах? Потому что основной тренд медвежий, и я хочу видеть локальные изменения тренда. Вот и все. Мы планировали продавать на пробое вот здесь, но это был пробой очень-очень поздно, уже пятница, и здесь неинтересно продавать, тем более, что мы часть профитов здесь отработали, но эта сделка не входит в мой план, потому что после 18 пятницы входить абсолютно бессмысленно. Вот. То же самое мы планировали здесь, но здесь рынок пробил, никаких вопросов. То есть, еще раз, мы не знаем, что сделает рынок в следующую минуту. Это не нужно знать. Не нужно знать или не нужно иметь какую-то как это вам правильно сказать, там, глядя на фундаментальные факторы, предполагать, куда цена может пойти. Это все шлак. Мусор. Это ничего не дает. Почему? Потому что рынок может совершенно обратно сделать, а вы все будете думать о том, что должно произойти почему-то, по какому-то мнению, чему-то или вашему мнению. Да? Это все не влияет, это только отнимает энергию. То есть начинаете думать, загоняться и тратить свои ресурсы. Зачем? Нужно торговать в своей зоне
используя то, что вы видите. Это можно повторять? Это поддается репетиции или нет? Давайте с этого начнем. Да или нет? Да, абсолютно. Я могу таких ситуаций десяток найти только на каком-то коротком отрезке. Перейдя там на больше, еще больше будет. Да? Вчера вечером, ближе к вечеру, где-то часов 5-6 по золоту, было чудовищно много таких похожих ситуаций. Очень много, когда мы видим, правда было это еще на более мелко, на 5-минутном таймфрейме. Тем не менее, да, то есть я могу смело, нащупав стабильность здесь, допустим, смотреть на чуть меньше таймфрейм, например, да, или если я выбрал 2 часа торговли, абстрагироваться от всего и только торговать на 5-минутке, например, да? То есть вот это важно. И я когда торгую, если я торгую на 5-минутке, потому что специально для трейдеров закрытого чата я добавил возможность торговать на 5-минутке, чтобы трейдеры видели, как система работает не только на часовом графике, но и прям вот тут, здесь и сейчас. Сигналы здесь и сейчас, прям вот тут прям, да? Почему? Потому что это очень важно для формирования уверенности, belief building, построения веры в то, что ты делаешь. То есть ты должен верить в то, что ты делаешь. Но сначала у тебя никакой веры нет, у тебя уверенности вообще ничего нет. Ты должен толкать себя делать то, что ты видишь. Без того, что там, ой, что я получу. Делай сначала то, что ты видишь. Сделай, посмотри на цифры, проанализируй. Только так, никак иначе. Все остальное это околорыночные. Вот эта болтовня, это хорошо работает, плохо работает. Я перепробовал сотни способов, перечислил хотя бы 5, то есть, как бы вот это все. Да? Ой, это не помогает, это не работает. Покажи, что ты сделал, чтобы это работало. Вот и все. Очень важно. Критично, потому что это все отговорки. Отговорки эмоционального интеллекта. То есть мозг не хочет вас в состояние стресса загонять. Зачем? Зачем? Когда можно просто смотреть на график, любоваться, как движется цена, торговать на демке, например, да, или, я не знаю, там, чем еще заниматься. Или анализировать, анализ, анализировать. То есть вот так. Есть трейдеры, которые все время анализируют график. До сделок не доходит. И чем дольше они анализируют график, тем сложнее принять решение. Okay? Поэтому быстро, наша задача сейчас с трейдерами, быстро принимать решения. Не давать времени. Есть такое правило 5 секунд, да, когда ты с постели должен подняться в течение 5 секунд. Очень крутая схема, и я тоже ее люблю использовать. Потому что хочется там, еще чуть, мяу-мяу-мяу, да, еще поваляться. Хоп, встал быстренько и без всяких разговоров. То же самое здесь. Раз, два, три, сигнал сел. Сразу. Не давай себе времени на раздумье. Будешь давать время. Если не успеваешь, сначала отрепетируй в достаточной мере, если вдруг совсем не знаешь, правил еще не освоил. Или уже перед собой тетрадка, листок бумаги и, соответственно, все, что там должно, правило написано. И прям быстро тебе нужно вот это вот быстро принимать решение. И доверься тому, что ты видишь. Все. Ой, я сейчас подумаю, сейчас надо посмотреть на дейли, сейчас надо посмотреть туда, сейчас надо посмотреть на это. Ой, а здесь как бы недельная поддержка, там дивергенция, ой, сейчас может отскочить. Субъективно очень. Очень субъективно. Все, это не твердое. Это невозможно репетировать, если ты каждый раз смотришь на разные ситуации. Тебе нужна одна ситуация, 2 ситуации хотя бы, но только на одном таймфрейме. То есть трендовая или, допустим, если ты против тренда торгуешь. Одна из фаворитных и одна из самых крутых наших ситуаций, это когда вот то, что я сейчас вам показываю. Да? То есть раз, два, бар, откат 3. И мы не ждем даже конформации здесь никакой, там обычно стрелки какой-то и так далее. Сел сразу с руки, именно в этой ситуации. Иногда это сопровождается стрелкой, это еще дополнительная сила сигнала 4. Это не обязательно, но если есть, круто. Но для этого должны быть условия соблюдены. А. Пробит уровень. Б. Гистограмма красная или там зеленая, если это бычий тренд. И откат в разрезе вот этих баров. Именно они должны быть красными. Все. Если они зеленые, нет сделки. Вот у нас такая ситуация была по евро внутри дня, мы смотрели. Уже приготовились продавать, и цена вошла в зеленый бар. Оп, сделки нет, и цена улетает. Не то, что она могла и отбиться, это не имеет никакого значения. Еще раз, не надо привязываться к тому, что, ой, а почему? У меня вроде как был сигнал, и тут он пропал, а я мог здесь заработать. Так будет очень часто, когда вы хотите войти, но цена убегает от вас. И заключительный актив, я чувствую, мы не успеваем на валютный рынок. Заключительный актив — золото. Давайте посмотрим. Вот. И тоже, вы видите на графике, на самом деле, вот на этом даже графике золота, да, у меня довольно много сигналов. Но вы думаете, мы все эти сигналы принимаем? Нет, конечно. Даже если они прибыльные, даже если они отработаны, нас интересует только где три условия минимум, да, максимум 4 ложатся в одну и ту же точку в одно и то же время. Все, остальное все не имеет никакого значения. Okay?
Вот это важно. И тогда вы чувствуете себя счастливым, вы чувствуете себя, вы не напряжены, вы не ждете того, что сейчас в каждой сделке там у вас будет отработка. Вы просто торгуете и потом сравниваете ситуацию. Вот это нужно сделать. Как только вы это сделаете, я гарантирую еще раз, что все будет по-другому. Вот здесь у вас произойдет shift, изменения в модели. Вам нужно просто установить новую привычку. Вот новая привычка формируется только таким образом, никак иначе. И если этого не сделать, будет как сейчас. То тут, то там, то тут чуть-чуть, то тут вебинарчик, тут информация. Да, учиться надо, но надо наконец что-то взять и все-таки подвести под правила, и хотя бы эти правила повторить 50-60 раз. Вот, да, вот таким образом. И золото, давайте немножко разберем золото, уже по технике пробежимся. Что мы здесь с вами видим по золоту? Давайте порисуем. Я очень люблю рисовать, потому что это опять-таки создает у нас в голове визуальную картинку, да? Формируется вот этот образ сделки нашей. И чем чаще вы видите одну и ту же ситуацию, которая чаще всего отрабатывается, так как это нужно, чтобы отрабатывалось, ваш глаз уже автоматически ее видит. Вам не нужно тратить энергию и время, то есть вы настолько наработали этот навык, да, что вы уже понимаете кондиции, когда вам надо входить, и автоматически отбрасываете ненужные кондиции. То есть у вас идет некий фильтр. Такое, понимаете, преимущество репетиции. То есть вы репетируете, и все остальное вам не интересно. Выбор, все, сразу. Сортировка идет такая внутренняя. То есть вы не замечаете те сигналы, которые, может быть, они и хорошие, да, но которые не ваши. Вот ведь что важно. Потому что хорошие сигналы тоже есть, и которые мы не торгуем, например, или вы не торгуете, да, и они работают. Главное, что твое. Вот в чем соль. Да, и что мы здесь видели по золоту на этой неделе? Мы видели чудовищный медвежий моментум, посмотрите вот здесь, да, причем вот здесь как раз та стратегия, та методология, которую я применяю сейчас на фьючерсе WTI, но это не одна единственная, их много у нас, несколько, да, мы сейчас говорим о том, что есть на рынке, да, мы видели красные бары, посмотрите, как только рынок взял красные бары, красный, вот здесь мы увидели первый, да, shift, первый намек на возможные изменения движения цены. Да, мы видим, рынок выскочил, протестировал, у нас сформировался уровень RPI, гистограмма у нас после красной-желтой, то есть рынок сейчас не определен, но когда после красного идет желтое, преимущественно мы стараемся торговать в направлении sell, совмещая с другими сигналами. То есть мы до этого протестировали зону, предыдущую структуру, и затем, посмотрите, незначительно пробили, закрылись ниже. Совсем незначительно пробили, закрылись ниже. Цвет баров поменялся. Следовательно, я говорю себе, хорошо, раз рынок здесь пока не определен до конца, и у меня здесь сформировалась небольшая зона поддержки, мы видим тест, потом пробой, ну возьмем эту всю зону, да, возьмем вот эту всю, весь кластер, потому что здесь было касание 1, 2, 3, 4, 5, и здесь уровень RPI появится на следующей неделе, потому что сейчас рынок закрыт, но вот здесь мы увидим однозначно этот горизонтальный уровень. Следовательно, видя, что бар красный, зная, что до этого мы имели сильно нисходящее движение, затем рынок восстановился на 70%, то есть по большому счету импульсная волна, глубокая коррекция. Эта коррекция впервые подала признаки остановки здесь на ретесте, как только мы протестировали здесь структуру. И впервые после этого ралли мы увидели смену цвета бара. Я говорю, хорошо, раз я это вижу, что я вижу, что это значит? Что это мне, о чем мне это говорит? О том, что если цена пробьет эту нижнюю зону, подтвердит красные бары, подтвердит вот это состояние, которое было до, да, и которая может возобновиться, то это sell. А продажа сразу с руки, здесь после пробоя. Б, это пробой, сигнал дополнительный sell. Не имеет существенного значения, чаще, если это пробой выгодный, то есть небольшой свечкой слоновой, а такой, адекватный пробой, да, можно сказать, потому что иногда бывает, вот по нефтяным фьючерсам, только что я вам показывал, вот такая свечка, там ничего не сделаешь. Поэтому если это в рамках, да, никакой там сверх, да, странное какое-то поведение, пробили sell, стоп за структурой, цели. Внимание налево, у меня есть небольшая вот здесь полочка, небольшая структура здесь, хотя если мы по RPI уровням посмотрим, самый ближайший RPI уровень поддержки здесь, да, вот он, самый ближайший. Да, но мы можем смело брать на половине, середине вот этого импульса, даже чуть пониже, да, это потенциал, который равен, сколько у нас здесь пипсов, сколько пунктов? Около 80 пунктов, не так мало. Стоп будет за текущей зоной, вот здесь. Это стоп-лосс.
Это наше место для стоп-лосса. Если рынок идет вверх, никаких проблем, мы будем ждать сигналов на sell у ключевого 4-часового уровня RPI. Если он здесь появится, мы продадим. Вот бары здесь уже не будут иметь значения, потому что бары нужны только для торговли в направлении пробоя или же в направлении пробоя на коррекции. То есть пробили, скорректировались, либо пробили сразу sell. То есть тут зависит от ситуации. То есть это исключительно индикатор, который показывает локальные изменения в направлении основного, да, движения, как правило, с пробоем. То есть вот эти три фактора. Раз, пробили уровень, цвет баров. Если пробили уровень на красном баре и в направлении красной гистограммы, это продажа. И наоборот, соответственно, это покупка. И этот индикатор так и называется моментум, то есть моментум локальное, да, изменение движения в барах, да, то есть когда бар окрашивается соответствующим цветом, алерт. Но здесь есть система алертов, которая указывает на то, что цвет поменялся, да, тренд локально сменился, будь готов. Поэтому если мы пробьем, здесь один из вариантов агрессивный sell, да, с целью как минимум на ретест этой зоны. Учитывая, что у нас неделю не было видео, да, я стараюсь вам вот за эти там, сколько уже, 20-30 минут, наверное, да, дать вот самый-самый-самый концентрат, который вы нигде абсолютно на просторах наших торговых площадок не найдете. Это абсолютно, я ответственно заявляю. Именно такого уровня, который, то, что вы сразу можете взять по большому счету и внедрить, будь то это наша система, Trend Trader System, либо будь это вот эти подсказки, которые я вам даю, и наложив их на свою уже систему, но которая все-таки не обрела очертания конкретной системы, потому что система это совокупность правил или даже стратегия, неважно, это совокупность правил, то есть у вас должны быть правила. Это, если это, то это. И каждое если то, если то, если это. И эти инструменты, допустим, вот почему у нас раз, два, три, четыре, пять инструментов, 5 индикаторов, да, здесь установлено. И каждый индикатор, каждый инструмент помогает другому, то есть исключает ошибки какие-то. Не то, что это прям всегда, нет. Но чаще, когда мы видим, допустим, возможность продать, да, при этом, но мы не видим смены цвета бара, например, в направлении sell, мы не будем входить. То есть это придает стабильности и постоянства нашим действиям. То есть не такой, ой, ну если ты хочешь, то ты можешь войти, а если ты не хочешь, ты не можешь войти. Нет такого. Либо есть, либо нет, либо да, либо нет. И когда ты тестируешь или когда ты там просматриваешь, анализируешь свои сделки, ты видишь, что была ситуация, так, вошел, отлично, молодец, результат, вошел, результат, не вошел, был сигнал, да, почему не вошел? То есть вот это очень важно. И тогда совершенно ваш трейдинг будет совершенно на другом уровне, коллеги, совершенно на другом уровне. В общем, я хочу вас искренне поблагодарить за то, что вы, если, конечно, до конца досмотрели, все это время были со мной и уже сделали определенные выводы и заметки. Вот, для тех, кто уже участник нашего профессионального... участник нашего профессионального сообщества и торгует нас по системе, отлично, мы кое-какие небольшие такие, я бы сказал, поверхностные такие обновления сделали, еще ускорили сигналы, система стала еще быстрее работать, так что пишите нам, мы обязательно вам скинем обновленную версию. Спасибо большое, было очень приятно. Надеюсь, на следующей неделе контента будет больше, очень хочется прям... У нас перезагрузка масштабная произошла и в торговле, и на проекте, и, в общем, много всего интересного. Спасибо, пока, хороших праздничных выходных.